Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, максимальный позитив вам в хату. У нас, я думаю, что эта неделька будет коррекционная, потому как мы, как ни крути, все-таки поросли. Сейчас у нас есть некое сопротивление и, конечно же, нужно покорректировать рынок, потому как была перегретость на рынке. Биточек у нас 0, эфириум минус 1,1%. Ну, если как говорится, коррекция, то меньше страдает биток, больше страдает альта. И альткоины, конечно же, за день здесь немножко у нас, ну, такие немного неплохо, на 10% большинство альткоинов скорректировалось. Некоторые даже на 5, тут Ондо, например, на 0,8. На часе у нас здесь все зазеленело. Каспа плюс 4%, Wi-Fi 1,7%. Но это только начало. Это понедельник, открытие торгов, суббота, воскресенье были просто замечательные для крипторынка. Мы устояли. И биток, конечно же, нас очень сильно радовал. Давайте-ка мы с вами рассчитаем цену битка, которая может быть на пике бычьего рынка. Если, конечно же, посмотреть на модель Stock to Flow, то нам здесь показывает модель, что пик может быть в диапазоне 360 тысяч долларов. Но я, в принципе, в этом всем деле сомневаюсь. У нас есть биткоин лонги. График биткоин лонгов открытый. И в принципе, я думаю, что тренд битка будет закончен, когда лонги по биткоину полностью реализуются, и мы опустимся сюда вниз, ну хотя бы к вот этой вот черной линии. Но это локально на дневке. Если посмотреть на недельке, то у нас, в принципе, здесь все вот так вот выглядит. Лонги набирались еще из момента февраля 2021 года. Вот, глобально у нас такие вот лонги. Но у нас, в принципе, что? Сильнейшего падения здесь, я думаю, что не нужно ждать. Остается здесь тенденция восходящего тренда. Вот так вот такой вот канал. Но я думаю, что мы, если будем и падать, то где-то упадем к черной линии. Может быть такое, что вот к вот этой вот красной. Давайте, конечно же, будем отталкиваться от этой черной линии. Итак, это мы все здесь почистим. И в принципе что? У нас тренд биткоина начался буквально с апреля месяца. Вот у нас 7 апреля, и мы прекрасно знаем, что у нас развернули рынок с апреля месяца. Раз, два, три, 4 недели. Здесь уже лонги закрываются. Красные свечи — это закрытие лонгов. Как это было, допустим, вот у нас ноябрь 2024 года закрывались лонги по биткоину полностью. Здесь были не только красные свечи, были еще немножко зеленые. Может быть такое, что здесь будут тоже какие-то зеленые свечи, будут еще подбирать лонги. Будет у нас биток корректироваться. Зеленые свечи появляются на коррекции битка, если биток идет на коррекцию. Но суть не в том. Нам интересно узнать, сколько, до каких значений биток может вырасти. Давайте посмотрим. Если у нас здесь вот было движение по биткоину, началось буквально с апреля месяца, и лонги у нас прикрыли, уже движение вниз произошло по лонгам. Это 14, ну пускай 15%, да, 15%. Что у нас по самому биткоину? По самому биткоину у нас здесь такой вот просто-напросто распил на 30 минутки, смотрите. Но это все боты, конечно же, пилят боты. Если на 4-часовике посмотреть, вот такая вот у нас структура. На дневке, давайте глянем на дневке. И в принципе... Вот наш план на этот завершающийся бычий цикл. Я думаю, что биток придет в диапазон 150 тысяч долларов. Уберем мы эту Фибоначчи, чтобы она нам не мешала. Вот так вот. И в принципе, важный уровень 69 тысяч долларов мы удержали. С него мы в принципе разворачивались. Только с диапазона 73 тысячи баксов. 15% лонгов по биткоину было закрыто. Здесь вот примерно 15% лонгов по битку было закрыто. И в этот момент мы увидели рост биткоина в диапазон 38%. 38%. У нас еще примерно остается, ну, наверное, такое самое количество лонгов. Это у нас 14, ну, тоже примерно 15%. Также мы можем упасть и
красным линиям, это у нас будет 27-23%. 15% значит, если при падении 15% биток рос на 38%, мы можем прикинуть, что у нас еще запас хода примерно 38% по биткоину. С текущих мы меряем, у нас получается 38%, примерно цена битка в диапазоне 144 тысячи долларов. 144 тысячи долларов, и мы можем отметить данный уровень. Вот такой вот локальный уровень 144 тысячи долларов. Но мы прекрасно понимаем, что здесь у нас может быть не полностью закрыт лонг, или мы можем ниже упасть, то мы, по всей видимости, по биткоину будем ходить в рамках вот этого вот зеленого блока. И, конечно же, максимальное значение это 173, я думаю, тысячи долларов мы сможем с вами достигнуть. Давайте все это дело мы здесь почистим. Ну, диапазон 200 баксов, 200 тысяч долларов за биткоин, мне просто, ну, в это очень мало верится. Многие блогеры говорят то, что 200 тысяч долларов за биток, может быть, ну, мне в это очень мало верится. Я думаю, что у нас будет движение. Все мы это почистим, сделаем наш план, чтобы он выглядел как-то так актуально. Я думаю, что у нас цена битка на пике бычьего рынка может стоить в диапазоне 140 тысяч долларов. Примерно вот здесь вот. Плюс-минус мы можем ходить в вот этом вот квадрате, как мы и сейчас ходим. Сейчас на данный момент у нас важный уровень. Это, конечно же, нам нужно пробить вот этот вот хай. Потому как на рынке еще присутствует страх, особенно по всему рынку, что мы можем отрисовать отскок дохлой кошки и развернуться вниз. Отрисуем мы ли отскок дохлой кошки или нет, пока за это очень рано говорить. Но мы будем смотреть на рынок глобально. Если мы примерно полностью закрываем здесь лонги в диапазоне этой вершины, то это будет говорить о том, что запас биткоина уже ограничен, и мы, наверное, все-таки так высоко не будем подниматься. Само собой, в этот момент мы можем увидеть подход эфириума в диапазон 4000 долларов, и также у нас есть на эфириуме лонги. И если мы здесь увидим на лонгах эфириума резкое закрытие, как это было, допустим, смотрите, вчера, резкое закрытие лонгов эфириума, но эфир сильно, конечно же, не вырос, вообще сильно не вырос, там в основном эфириум рос в субботу, а лонги здесь уже конкретно прикрыли. Но это на дневке, если мы график увеличим, то у нас в принципе данное закрытие особо здесь и незаметно. Вот так вот. И если в принципе цена биткоина подходит в диапазон там вершины, закрываются полностью здесь вот лонги по биткоину, и в этот момент мы видим то, что цена эфириума в диапазоне 4000 долларов, и здесь закрываются тоже максимально лонги на 85%, как это было в декабре 2024 года, то можно сказать, что на рынке сформировали отскок дохлой кошки, и дальше будет погружение на медвежку. Нужно будет срочно покидать, конечно же, рынок. Я не знаю, вы будете ли это делать или нет, но я лично сам покину крипторынок. Но если это у нас самый негативный результат по биткоину, это если мы, конечно же, подойдем вот к вершине, здесь мы увидим сильнейшую коррекцию, мы ее и можем увидеть, эту сильнейшую коррекцию. Коррекция здесь может произойти для того, чтобы даже и продолжали набираться лонги по биткоину. Но если не будут набираться лонги по биткоину и будут быстро закрываться лонги по эфириуму, то по всей видимости нас с текущих могут повести уже на медвежку. Но если это все происходить не будет, если у нас здесь будет все шикарно проторговываться и будет запас лонгов по биткоину, будут у нас не полностью закрыты лонги по эфириуму, мы может такое, что упадем там в диапазон вот на процентов. Вот если посмотреть с текущих, мы можем упасть примерно на процентов 30. То здесь, по всей видимости, образуется такая вот волатильность, как образовалась в 2021 году. Вот тоже у нас были падения, восстановления, падения, восстановления, падения, восстановления. То, по всей видимости, у нас, конечно же, будет вероятность роста
вот эту вот зеленую линию мы отметим, у нас будет вероятность роста в диапазон 140-150 тысяч долларов. Это будет самый позитивный сценарий, и тогда, по всей видимости, эфириум пойдет на 7 тысяч долларов. Когда эфириум пойдет на 7 тысяч долларов, мы с вами сможем увидеть намного больше альт-сезон, чем он сейчас. На данный момент. Итак, что у нас в принципе локально? Что у нас локально? Биток наш хорошо проторговался, удержал диапазон 90 тысяч долларов. У нас здесь был блок сопротивления, теперь блок поддержки. Мы можем его отметить. Данный блок поддержки. Также по объемам вот этой вот вершине мы видим то, что линия ПОК как раз находится в диапазоне 90 тысяч долларов, а если быть поточнее 96 тысяч долларов. И мы можем, конечно же, локально скорректироваться в диапазон 96 тысяч долларов, отбиться от линии ПОК и продолжить, конечно же, рост. Если локальная ситуация, вот у нас зеленая, мы видим здесь вот такой вот у нас произошел рост. Дальше локально мы можем сходить на коррекцию в диапазон 96 тысяч долларов. И от 96 тысяч долларов мы можем, конечно же, продолжить штурмовать вершину 108 тысяч баксов. Может быть такое, что коррекция будет у нас в диапазон там с 98 тысяч долларов, верхнюю часть блока поддержки. Может быть такое, что мы каким-то сквизом уйдем на 96, а может даже у нас никакой коррекции здесь и не будет. Но индикатор нам показывает то, что здесь был сигнал на продажу. Sell, продавай. Также у нас был здесь индикатор на продажу, sell, продавай. Это было буквально 2 мая. Мы увидели здесь небольшую коррекцию на 4-часовике. Коррекция у нас здесь составила на битке буквально 4%. А здесь у нас, если мы посмотрим 4%, ну как раз будет к блоку поддержки. Тоже примерно 4% здесь коррекция может составить по биткоину. Как раз у нас альткоины тоже откорректируются от 5 до 10%. Будет небольшая встряска на рынке для разгрузки индикаторов. В принципе, вот такие вот у нас дела касательно самого биткоина. Также мы видим то, что биткоин растет и у нас снижается доминация. Очень положительно, конечно, это все отражается на альткоинах, но не тот результат, который мы, конечно же, хотели видеть. Но все равно на данный момент альткоины растут вместе с биткоином. Это говорит о том, что у нас похожая ситуация, как это было примерно январь-апрель 2021 года. Ну, в основном там росли альткоины, начиная с ноября по февраль, а альтсезон уже они запустили с февраля по май 2021 года. И там альткоины показывали просто в моменте колоссальнейшие иксы. Там от 10 иксов просто за неделю альты давали. Посмотрим, как у нас сейчас будет. Альтсезона у нас в принципе нету. Еще его нету, этого альтсезона, но разворот рынка произошел. Если мы посмотрим на глобальном индикаторе альтсезона, то у нас альтсезона в принципе нету. Есть только локальный альтсезон. Вот он уже на индикаторе видно, 60 пунктов мы подошли. Это локальный альтсезон, но этот индикатор показывал у нас и в декабре, и в марте показывал. Вот импульсы были и в июле. Вот у нас импульс был и в мае, но глобальный индикатор нам ничего не показывает. Я надеюсь, что у нас все-таки альтсезон запустят, и его будет видно на глобальном индикаторе, и некоторые альткоины просто с текущих цен в моменте могут показать 10, 15, то и 20, может даже 30 иксов. И мы на этом рынке заработаем. Все, конечно же, зависит от манипулятора. Мы прекрасно видим по лонгам эфириума то, что собирались запускать альтсезон в декабре 2024 года. Но что-то сложилось не то, что хотел манипулятор. Может, это было связано с геополитикой. И он просто-напросто отменил альтсезон. В моменте закрыл все лонги. Если вот мы посмотрим, он здесь вот в моменте за неделю закрыл все лонги. Если у нас здесь будет тоже закрытие за неделю всех лонгов, произойдет такое вот быстрое снижение графика, то я полностью покину рынок, потому как это будет говорить о том, что альта пампиться не будет, а будет только постепенно корректироваться и стекать в цене. И в дальнейшем уже вероятность погрузиться на медвежку у нас уже намного больше, чем была, допустим, в декабре. У нас уже скоро будет 520 дней после халвинга биткоина.
а если быть поточнее, это сентябрь 2025 года. И мы можем, конечно же, уже с текущих значений погрузиться на медвежку. При том, бычий цикл по биткоину уже полностью поставлен. Биток рос с диапазона 15 тысяч долларов до диапазона 108 тысяч долларов. В 2024 году у нас было сильнейшее распределение по биткоину, было положительных новостей намного больше, чем негативных. Сейчас рынок растет на неверии, и есть вероятность, что все-таки включат альт-сезон. На неверии мы развернулись, на страхе тоже рынок развернулся буквально в апреле 2024 года, но этот рост может быть недолгим. Будем пристально следить, наблюдать и буду держать вас в курсе. Максимально поддерживаем канал лайками, подписками, комментариями. Все ссылки есть на бирже, которыми я пользуюсь, в описании под видео. Если вы реферал на бирже BinX, я могу с вами поделиться индикаторами топовыми, которыми я пользуюсь. Это все бесплатно. Важно быть только рефералом на бирже BinX. И пишите, конечно же, в Telegram, я вам во всем помогу. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.